Вот такая поделка, детский сад на тему «Домик Дедушки Мороза». Для того, чтобы сделать такую поделку, нам понадобится упаковка потолочной плитки. Желательно выбрать рисунок, напоминающий либо кубики, либо снежинки, чтобы красиво смотрелся домик. Я выбрала вот такой узор. Для того, чтобы сделать новогодний домик Деда Мороза, нам потребуется потолочная плитка, клеевой пистолет, для отделки окон и дверей я использовала вот такую отделочную полоску. Она из пластика состоит. Здесь у нее она проклеена здесь скотчем, вернее, здесь она проклеена клеем. Отдираем бумажку вот эту клеем. Я не знаю, как она правильно называется, но вот такая вот она, пластиковая отделка. Покупала я ее в строительном магазине вместе с потолочной плиткой. Поэтому, думаю, там можно много всего найти. Есть пенопластовые, прям уже такие панели тоненькие. Можно их подобрать. Также потребуются ножницы, плоскогубцы или кусачки, которыми мы будем перекусывать именно вот эту пластиковую отделку. Я использую вспарыватель для того, чтобы прорезать окошки. Можно использовать обычный ножик. Ручка, маленький скотч, линейка и треугольник. Вот пока эти инструменты нам понадобятся. Ну еще мишура или чем вы будете украшать, это как бы на ваш вкус. Итак, приступаем. Я буду чертить сразу на пенопласте. Вы можете сделать себе шаблон на листочке, который потом просто будете обводить. Можно без этого шаблона. Размер домика стен 15 на 15 сантиметров. Боковая сторона у меня будет 20 сантиметров. Итак, отмечаю 15 сантиметров. Еще раз 15. Вверх поднимаюсь на 15. И здесь на 15. Вверху вот здесь пока линии я не черчу, чтобы изнутри домика, когда мы смотрим в окошко, здесь линий не было и было красиво, поэтому там линии пока не чертим. Мы сторону домика, перед и зад, сразу делаем с крышей. То есть вот здесь 15 я делю пополам, получается 7,5, и здесь получается 22,5. И от этих точек, значит, вверх я поднимаюсь на 7 сантиметров. И сразу приступаю к чертежу крыши. Так. Вот так прочерчиваю сразу крышу. Вот получились две стороны. На одной из сторон я буду делать окошко. Вот, например, на этой. Так, окошко у меня будет снизу начинаться на расстоянии 6 сантиметров. С этой стороны, с этой. Так, шириной и длиной будет 6 на 6, квадратная. Вот такое получается окошко. Теперь сразу буду чертить боковую сторону. Она будет шириной 20 сантиметров и высотой 15 сантиметров. Здесь свободное место. Делаю
еще 2 стороны. Значит, здесь будет 15. Здесь будет 20 длина. И в одном из прямоугольников я буду делать тоже окошко и двери. Так, давайте вот в этом или вот в этом прямоугольничке. Чтобы красиво смотрелся домик, постарайтесь второе окошко сделать на той же высоте, что и первое. То есть у нас от пола окошко начиналось на расстоянии 6 сантиметров. Значит, и здесь также мы делаем от пола 6 сантиметров. Дверь теперь. С этой стороны я делаю дверь. Отступаю снизу 1 сантиметр. И сбоку 2,5 сантиметра отступила. Сама дверь будет у меня 4,5 сантиметра. Дверь я прочерчиваю только с 3 сторон, потому что одну сторону мы оставляем, мы ее вырезать не будем, а наоборот еще закрепим или укрепим маленьким скотчем. Теперь можно вырезать. Сначала вырезаю все наши большие квадраты, прямоугольники. Пенопласт этот легко режется обычными ножницами. Можно еще крыши домика, вот здесь на чердаке, сделать еще одно окошко кругленькое. Но я не стала делать. Можно сделать еще трубу к дому. Но я тоже почему-то решила, что без трубы будет он. Внутрь из этого пенопласта можно сделать мебель. Столик, стульчики, диван. На принтере я распечатала телевизор, повесила на стену его в этот домик. Распечатала палас. Да, еще можно сказать, что дно у этого домика сейчас мы не делаем, чтобы легко было вставить туда мебель. Дном домика будет служить еще одна такая плитка потолочная, которую мы потом украсим. Значит, это окно. Это тоже дверь с окном. Вот так, потом это соединю клеевым пистолетом. Так, теперь нам нужно вырезать наши окошки. Для этого мне понравилось пользоваться приспособлением для шитья, точнее для вспарывания швов. Дверь пока я больше не трогаю, оставляю в таком положении. Теперь мы приступаем к окну. Нам нужно вырезать вот эти стороны окон. Теперь я приступаю к отделке окна. Для этого я беру мою пластиковую отделку и измеряю расстояние, которое мне надо на раму окна. Теперь у нас рама красивая и золотистая.
клеится очень легко. И эта отделка стоит очень дешево. 60 рублей стоит 3 метра. А сам пенопласт, упаковка пенопласта этого, состоящая из 8 квадратов, стоит 75 рублей. Мне кажется, это самый идеальный вариант для поделки в детский сад. Делаю ручку на двери. Вот теперь у нас есть дверь и окно. То же самое делаем с нашим вторым окном на этой половинке. Вырезаем и обклеиваем вот этой штучкой. Далее я включила клеющий пистолет, он уже разогрелся. И буду склеивать наш домик. Значит, вот эту сторону буду склеивать вот с этой. Вот так. Наш домик получается. Теперь нам нужно вырезать 2 полосы, которые будут нашей крышей. Измеряем нашу длину 20 сантиметров и прибавляем по 2 сантиметра. Получается 22 сантиметра длина, и ширина будет здесь 10 сантиметров, у меня 12 сантиметров ширина. 22 на 12, 2 полоски. Ну что, вот наш домик готов. Теперь по краям, по бокам я обклеиваю такой мишурой. То есть крыша вот здесь, вот прям снизу, по всем швам я прохожусь вот такой мишурой. Вот что в итоге получилось. Здесь у нас открывается дверь.
дна у домика нет. Еще я вырезаю один прямоугольник или квадрат, можете вырезать. Это будет двор нашего домика, и он же будет пол. Домик у нас будет располагаться вот так. К нему я сделала стульчик из остатков нашего материала. Также столик. Наклеили всякие мелочевки сюда. Кружку, ложку, тарелки, хот-доги, зеркальце. Это все будет располагаться внутри дома. Также внутрь дома, вот так лучше будет видно, можно наклеить всякие картины, но я наклеила сюда телевизор. Пускай наш Дедушка Мороз смотрит телевизор. Еще из интернета я распечатала палас. Я его наклеиваю сюда. Сверху я поставлю стол, стул. Вот так приклею столик наш. Украшу двор мишурой. С интернета распечатала Деда Мороза и склеила. Вот такой Дед Мороз у нас бумажный. Легко найти в интернете. Он будет у нас стоять здесь. И здесь еще можно какую-нибудь елочку поставить. Вот такая поделка. Вот этот домик я сделала с вами. Вот этот домик я сделала чуть раньше. Вот такая получается у нас новогодняя поделка. Там тоже внутри столик, палас, всякие приборы на столе, стульчик, елочка, Дед Мороз из бумаги. Можно добавить еще снеговика.